Мы уже близко. В общем, мы сейчас идем через границу пешком. Я так подозреваю, что это самый тот релакс. И все-таки в Германии не экономят бумагу нифига. Видите, это толстое толстенное письмо. Сейчас несу это письмо в джоб-центр. Это мой отчет за последние полгода нашего пребывания в джоб-центре. Все выписки со счетов, все чеки, которые нужно им показать по расходам. Там доходы, расходы, короче, бухгалтерия за полгода. Для того, чтобы уже как бы окончательно попрощаться с джоб-центром. Такие пачки бумаг постоянно мне присылают, я им отсылаю. Вообще не экономят, про дерево не думают никак в Германии. Что ж, богатая страна может себе позволить, наверное. Потому что в Украине мы все время слышали какие-то разговоры о том, что чеки давайте не будем распечатывать, давайте не будем еще что-нибудь, сэкономим. Смотрите, иду мимо частного дома, здесь такой небольшой фонтанчик прямо во дворе с лебедями. Прикольно живут, да? Красиво. Уютные улочки. Птицы поют, шик-картос. А мне сюда. Все, приехал я к джоб-центру. Пойду брошу письмо. Спасибо Германии, спасибо джоб-центру за все. Надеюсь, это мой последний отчет. А если не последний, то мы вам об этом обязательно расскажем. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Сейчас мы с Ладой поняли, что сегодня упустили уникальную возможность для нашей мамы переехать в наш дом буквально на этаж ниже и поселиться в такой же, как у нас, квартирке по соседству. Это было бы просто здорово. Кто-то съезжал из жильцов нашего дома, и туда заселилась сейчас уже... Такого же возраста женщин. Я потом встретил фермитера, то есть нашего арендодателя, и сказал ему, а возможно ли нашу маму так переселить? Он говорит, конечно, возможно, только в следующий раз. А в следующий раз может наступить уже Через год. Через год, не знаю, там. Через полгода. Ну, будем ждать. Я думаю, этот вариант Да, был бы был даже бы... лучше, чем двухкомнатная квартира, в которой бы мы жили вместе. Просто обалденный вариант, мы даже не предполагали, что так можно. И тут вдруг, смотрите, так можно, и уплыло. В общем это ужасно. Знаете, как дать конфетку и забрать ее сразу же. Вот эту всю поломанную мебель вынесли с той квартиры, в которую сейчас заехали новые жильцы, а могла бы заехать наша мама. А мы получили новое письмо от джоб-центра. Сейчас Лада прочитает, разберется. Это было сразу два письма из джоб-центра, и это были уведомления на мое и на Ладно имя о том, что джоб-центр за время получения нами пособия выплачивал какое-то пенсионное страхование. Сказали, сохраняйте это письмо, вдруг в случае надо будет куда-то показать, за вас платили пенсионное страхование. Это в случае, если нам будет начисляться пенсия, это будет идти как стаж или как что-то такое? Ну, мы еще до конца не разобрались, но хорошая вещь, пенсионное страхование. Если мы станем гражданами Германии, то у нас, может, даже будет пенсия, которая нам нигде никогда не светила раньше. Ну, друзья, сейчас мы идем в языковую школу. И кто смотрит нас постоянно, знает, что мы раньше учились на курсах. И для Лады осталась возможность посещать еще повторный курс. Она записалась в школу, но в школе всегда не было места. И вот сегодня нам позвонили и сказали, что вы можете прийти, место освободилось. Вот мы с Ладой сейчас направляемся туда узнать, что, как, сколько занятий в неделю, сколько, ну, какие условия обучения, всякое такое, какая группа.
Да, вообще на самом деле мне очень сильно повезло, потому что сейчас уже не дают курсы, повторные курсы для тех, кто не сдал первый раз B1. То есть раньше можно было не сдать B1, и потом джоб-центр оплачивал еще одни курсы, и 300 часов. и можно было 2 раза учиться. Теперь уже такого нету, но мне повезло. Я как бы успела получить разрешение от БАМФа. Но правда возникает такая проблема, если Лада снова станет ходить на курсы, как мы с Ладой будем теперь ездить и снимать видео. Она будет постоянно занята, поэтому мы даже как-то немножко растерялись. Вот мы пришли в языковую школу здесь, и Лада уже ждет там в бюро своей очереди. Сейчас посмотрим, продвинулась ли очередь. Ждешь? Хорошо. Ну что ж, у нас есть новости по поводу обучения в школе немецкого языка, и новости неожиданные. Не очень радостные, скажем так. Короче, время прошло, и за это время изменилась ситуация. Во-первых, мы ушли из джоб-центра, поэтому эти курсы нам надо сейчас оплачивать самим. Да, А это где-то 800 евро за 3 модуля. Или же нам нужно сейчас снова писать письмо в БАМФ. Мы в прошлый раз очень долго ждали ответа из БАМФа и разрешения на эти 300 дополнительных часов. Нам прям полгода шло письмо, да? И Да. когда пришло, мы пришли сюда, здесь не было места в этой языковой школе. А сейчас, получается, как бы место появилось, но у нас теперь снова нужно делать запрос в этот БАМФ, потому что мы уже не получаем денег от джоб-центра, а по сути дела джоб-центр должен оплачивать эти курсы. Да. Хотя тут и предполагается учеба 3 дня в неделю, но все равно это может существенно сказаться на нашей поездке. Мы не сможем далеко отъезжать. Нельзя пропускать. Но я могу сказать, что за деньги мы можем в любой момент, в любую школу устроиться, точно так же Да, учиться. без проблем. Как говорится, все, что не происходит, к лучшему. И поскольку Ладе теперь не надо ходить на занятия, мы свободны как птицы и можем ехать куда угодно. Даже можем просто пешком пойти в другую страну, соседнюю, но которая не входит в Евросоюз. Сейчас прямо и отправляемся. Но сначала нужно немножко прокатиться на поезде. Phone call away, and you're ready to be mine. We twist the truth to just, Еще немножко проехать на автобусе. baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this ugly life. Right here, all that matters is you and I. So hold on. Самое интересное в этом путешествии на кораблике то, что можно выйти из автобуса и подняться на палубу. Подняться сюда наверх и посидеть здесь вот так уютно на таких вот красивых местах. Отсюда, из города Мейерсбург, в котором мы уже с Ладой были, отправляется паром. И автобусы заезжают на паром. Кстати, здесь кафе. Можно в город Констанц вот так вот красиво покататься. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Слушай, ну очень уютно здесь, не холодно на верхней палубе. Такой обзор. Даже жаль, что
Этот кораблик так мало идет, всего лишь 10 минут или 15. Мы уже близко. Подплываем к городу Констанц. Как только паром причалит, нам надо срочно бежать в автобус, потому что мы должны обязательно вместе с автобусом заехать и вместе с ним выехать. Выходить отсюда самостоятельно нельзя, или будет штраф. Сегодня нас не встречают здесь чайки, в прошлый раз их было много. Ну, наконец-то мы приехали в город Констанц. Ехали недолго, всего лишь пару часиков. И высадил нас автобус вот возле таких вот фигур. Лада фотографирует для Инстаграма. Она редко делает фотки в Инстаграм, но иногда нужно. Особенно если вот такие рожи. Посмотрите, кто нас встречает в Констанце. Какие женщины. Пару слов про этот город. Он находится на противоположной стороне озера Бодензее. Как вы уже видели, мы переплывали на пароме сюда. Но это все еще немецкий город, хотя он граничит прямо со швейцарским городом Кройцлинген. Вот прямо с улицы, не с этой улицы, а дальше чуть-чуть, можно перейти в Швейцарию без всяких границ. Абсолютно. Что мы собираемся сделать? Но мы не просто перейти туда-сюда. Мы хотим в этом видео сравнить цены на продукты в магазине Lidl в Германии, здесь в Констанце, и в магазине Lidl в Швейцарии. Там... И не только цены на продукты, мы еще просмотрим жилье, как всегда, потому что это будет интересно, сколько же здесь стоит арендовать, жить. Просто любопытно, как это жить на границе со Швейцарией, когда Швейцария не находится в Евросоюзе, там совсем другие зарплаты, совсем другие цены. Это вообще просто уникальный город и уникальная ситуация. Констанц – это очень туристический город. Он небольшой, в нем всего лишь 85 тысяч человек живет. Он не был разрушен во время Второй мировой войны. Вот Лада знает, как так удалось немцам сделать, чтобы город остался целый. Да, они прибегли к такой хитрости, они зажигали по ночам огни, чтобы с воздуха можно было подумать, что это уже Швейцария, нейтральная. Поэтому Констанц не бомбили, думали, что это Швейцария. Ага, раньше же не было навигации и точного определения, ориентировались по свету фонарей. Прилегает Констанц к Кройцлингену швейцарскому, а Швейцария была нейтральной страной, ее не бомбили. И когда летчики пролетали над городами, они видели, так, это светится, это уже Швейцария, поэтому сюда не бросали бомбы. И город остался цел, так что мы можем вот так вот прогуливаться по древним, практически средневековым улочкам. Заблудиться здесь очень легко, что мы с Ладой и сделали уже. Пока ходишь, голову задрав вверх, разглядываешь все эти домики, узкие улочки, повернул раз, повернул второй, уже вообще не понимаешь, где ты находишься, куда идти дальше, может ты уже по кругу кружишься. Мы по улочкам блуждали и вдруг вышли сюда, в гавань, в главную гавань Констанца. Смотрите, какие вот эти деревья красивые, я всегда ими любуюсь, они... Конечно, уродливые на самом деле. Это как культяпки какие-то, но смотрятся очень, очень экзотично. Отсюда отходят кораблики всякие, катера в разные города вдоль Боденского озера. И в том числе в Фридрихсхафен можно вернуться, а из Фридрихсхафена нам прямой поезд идет в наш Гайслинген. Поэтому нам было бы удобно вот так не использовать автобус, а просто сесть здесь на какой-нибудь катер прогулочный и доехать до Фридрихсхафена. Но это не бесплатно. И мы сейчас с Ладой намереваемся узнать, сколько стоит билет. Может быть, все-таки совершить такую морскую прогулку завтра по дороге назад. Было бы здорово, да?
Около часа длится прогулка морская. Смотри, как классно. Вот давай здесь почитаем. Констанц, Фридрихсхафен. Вот сколько стоит. Вот это время сейчас написано, да? Отходят они через каждый час буквально. А вот эта цена, Erwachsene Fahrt 14.30. Друзья, 14 евро 30 центов. Это достаточно дороговато, 30 евро в одну сторону нам на да? Да, двоих. это нам надо заплатить 30 евро. Честно говоря, я думала, будет дороже. А эта статуя, к которой мы сейчас движемся, она является символом Констанца. И на самом деле это сатирическая статуя, которая называется «Империя». Потому что эта женщина, которая империю изображает, она держит в одной руке папу римского, такого смешного, а в другой руке императора Священной Римской империи. И причем она вращается. Ладно, мы в прошлый раз с тобой не заметили, что эта статуя вращается, да? Эта статуя вращается. И вообще, кто сказал, что статуи скучные? Посмотрите. Это как избушка, знаешь. Повернись к лесу передом, а к нам задом. Вот пока мы подошли, она к нам задом и повернулась. На одной руке император, на другой руке папа. И она сама как бы девушка-блудница. А, да? Держит. Ну, Еще и так? конечно. Через Констанц протекает река Рейн. Это именно та река, которая потом течет через Швейцарию, Францию, половину Германии и в Нидерландах впадает в Северное море. Берет начало река в швейцарских Альпах и впадает в Боденское озеро восточнее, со стороны Швейцарии. И вот здесь, прямо у гавани, как раз и река Рейн вытекает из Боденского озера и течет дальше. Мы приехали к отелю, который мы забронировали через Booking. Вот он, называется Чоризи. Чоризи, так у моего брата собаку зовут. Таксочку, по-моему, да? Сюда приехали и ждем часа своего, потому что раньше зайти никак нельзя. Это полностью цифровой отель. Здесь нету персонала, который принимает на ресепшене. Здесь просто должно прийти нам сообщение с инструкцией о том, как войти. И насколько мы поняли, что нам нужно будет воспользоваться вот этой вот лестницей, которая пристроена здесь к зданию. Вот, и там на верхних этажах есть вход по кодовому замку, я так понимаю, наверное. Ну, в общем, мы получим инструкцию и вам Нам покажем. еще надо под дождем 10-15 минут простоять. И тут негде даже сесть. Германия, вообще в Германии во многих городах, вот это вот проблема, негде сесть, отдохнуть, вообще ничего. Ну, в центральных районах и в парках лавочки есть. Особенно когда дождь. Да, а в жилых вот таких районах у них нету лавочек возле домов, подъездов, как у нас, Не знаешь, возле продумано, каждого не подъезда продумано. лавочка, бабушки сидят. Не для людей. Это район, конечно, не центральный. Мы сюда проехали 2 остановки на поезде. Благо, ехать было недалеко. О, я нашла лавочку, Виталик. Лада говорит, лавочку нашла. Где? О, только Можно раскритиковали. даже на качельках покататься, Да. только они мокрые. Кстати, с детскими площадками и спортивными площадками тоже в Германии не все так хорошо, как мы привыкли в Украине. У нас в каждом дворе есть большие детские площадки там с горками, с лазилками всякими. А здесь, ну, есть они, но далеко не везде вообще. И, например, вот это что такое? Это очень скудненький парк развлечений для детей. Тут скорее какая-то бухаловка, да, смотри, такое место, где можно спрятаться. Пиво напился, вон банка, и Да. на качельку. Сел и пивка попил. И вместо песка какая-то галька здесь, видите? Щебенка. Щебенка. Нам пришла инструкция, по которой мы можем забраться в свой отель. Наконец-то. Прям в лифт мы зашли через код. Кстати, повстречали русскоговорящих людей, и они тоже в этом отеле живут. И мы у них спросили, как нам зайти по лестнице. Было Ура! же написано, что лифт не работает.
Так, Они нас жестоко обманули. ну мы могли сюда и по лестнице зайти, Ну да. правильно? Тут еще раз надо вводить Так, этот. этот же, да, давай, говори. Может, оно открыто было? Не Мы сразу знаю. не потянули. Вот. Вот. То же самое, да? Ну, походу, да, я думаю. А ну попробуй, может, она уже открылась, нет? Нет. Ну, вводи, на тебе код, Да я помню. помнишь? Я немецкий учу. Опа. Все, одним кодом все открывается, отлично. Класс. Отлично. Ура, ура! Что ж, друзья, сходу показываю вам наши апартаменты. Хотя это не апартаменты, это обыкновенный двухместный номер. Небольшой, конечно, номер, но мне нравится. Компактный такой. В общем-то, все, что нужно для того, чтобы одну ночь переночевать. Как тебе эта кровать? Ну, матрасы удобные. Два. А, это две кровати, да? Два. Две кровати плохи тем, что они разъезжаются ночью. Надеюсь, они скреплены чем-нибудь, тогда будет легче. Хорошо. Так, ну интерьерчик, сами видите, такой себе, в общем-то, все нас устраивает отлично. Для нас главное, чтобы сейчас была горячая вода в душе и вообще туалет, все это было рабочее. О, Потому что здесь обратиться не к кому. Это цифровой отель, здесь все чисто вот так вот по сообщениям. Ну смотрите, чистенький, все даже прям блестит, я бы сказал. А душевая какая, смотри, она нулевая. Мне кажется, тут ну, недавно ремонт? был Ну, ремонт, тут да? никто и не жил почти. Фен. Есть водичка? Да. Это Вот. очень важно, потому что у нас дома уже месяц нету горячей воды. У нас поломался бойлер, и мы моемся в тазике. Но за воду платим. Ну, класс, горячий, сейчас будем мыться. Ура! Так, Ура! есть всякие мыло жидкие, там я тоже вижу душевой. Ну, классно, мы так продрогли под этим дождем немецким, что сейчас будем обогреваться под душем, потому что в самом номере тоже немножко прохладно, я бы не сказал, что здесь так тепло. Хотя, видите, батарея есть, но батареи сейчас уже не топятся, сейчас уже не сезон. И давайте еще выглянем в окошко, что нам тут видно. Ага, просто на дорогу вид. И вдаль какие-то краны там, дома, возможно порт. Не знаю, воды не видно, моря не видно. Конечно, это не Sea View, но, собственно говоря, мы не сказали самого главного, сколько стоит этот номер. 72 евро. 72 евро. Аж, надо добавить аж 72 евро, потому что это дорого. Мы здесь, в Германии, в других городах арендовали номера по 35 евро. Причем тоже известные города. С полным фаршем. В Хайдельберг, да, Да, приезжали, да. все было четко. Тоже в таком райончике, да, но за 40 евро, там за 30. И с холодильником. Да. Тут А холодильника здесь нет, 72 евро. сейфа нет, тапочек нет, зато есть. Что это? Посмотри, я такой первый раз вижу. Это конфеты, что ли? Нет, это не конфеты, это беруши. Это намек на то, что тут, наверное, стенки тонкие. Беруши. Беруши. Первый раз вижу беруши. Представь себе, там нулевые. тоже лежат. Ничего себе, беруши. Вот это забота о своих посетителях. Типа соседи Класс. кричат, но не страшно, есть У выход. нас теперь есть беруши за 72 евро. Мы их домой заберем и будем... Но дома нам не нужны. Почему это? Это разве что не слышать, как я храплю. Все, друзья, сейчас мы греемся и идем в Lidl. Оказывается, швейцарцы приезжают сюда на закупку в магазины не только потому, что здесь товары дешевле, им обходятся, а еще потому, что здесь можно НДС, здесь можно сделать возврат НДС. Здесь прямо на кассах в магазинах есть такие формуляры, которые называются tax free. И швейцарцы их берут, вывозят товар в Швейцарию, на таможне ставят печать, что они вывезли товар от 50 евро, и потом, скажем, возвращаются в этот магазин или через интернет возвращают НДС 19% с этой покупки, представляете? И говорят, что покупка может обойтись дешевле, чем в Швейцарии на 40-45%. Это очень Мало много. того, что им дешевле, чем Германия, еще и скидка. НДС, да, вычитается. Вообще круто. Я думаю, они сюда каждые выходные ездят. А почему НДС вычитается? Потому что Швейцария это не Евросоюз, и у них Да. другие на этот счет законы.
Поскольку каждый супермаркет начинается с овощей при входе, то мы решили сразу посмотреть на картошку. Что тут дорогая эта цена картошки? Здесь это 2,5 килограмма, 3,39. Ну, Килограмм какая надо есть. высчитать, да. Лук стоит евро 69. Давай основное. Мгм. Вот. Что еще тут? Помидоры евро 19. Бананы евро 29. Так, яблоки евро 99, 2 самые дешевые, да? 2 евро. Клубника килограмм 2,50, 2,49. Так, все, пойдем хлеб смотреть. Черешни, ну это такое, Черешня 99 центов. 1 евро, вообще классная цена. О, смотрите, здесь сейчас хлеб дешевле, чем в нашем Лидле, потому что красный ценник, скидка 79 центов. 79 центов. Вообще такой хлеб стоит 99 центов. Вот как этот, видите, черный хлеб мы такой покупаем, 99 центов он стоит в Лидле. Курица стоит 1 килограмм 9,29. Филе. Грудинка стоит 2 килограмма 8,29. То есть это килограмм 4 с чем-то стоит, 4 евро. А фарш говяжий стоит 1 килограмм 11,24 евро. Вот такой вот гуляш стоит 1 килограмм 14,78 евро. Это что касается мяса. Это тоже говяжий гуляш. Это говяжий гуляш, да. Крылышки стоят 1 килограмм 8,54 евро. Это филе тоже, 10 евро. Свинина, швайн гуляш, 1 килограмм стоит 7,98. А ребрышки стоят 1 килограмм 5,99, свиные. Фарш, хекенфляш, гемиш. Ну, это гемиш, это смешанный, да? Это смешанный стоит 1 килограмм 8,11. А вот свиной фарш, смотри, чисто свиной фарш стоит 1 килограмм 5,98, 6 евро. Ну, вот такие вот цены. Стандартная цена для Германии 1 евро 99 центов за вот такие яйца. Это уже сколько мы в Германии живем, столько такая цена и держится. Литр молока 1 евро 0,9. А есть еще по 99 центов. Самое такое. дорогое евро. Смотрите, это молоко сколько? 3,5 жирности, да? А это молоко 1,5% жирности. Поэтому дешевле. Вот это масло стоит евро 99, 2 евро. Вот такое вот масло, мы его все время берем, оно стоит 2 евро. А молоко в бутылках стоит евро 25. Слушайте, я не знаю, либо сахар подешевел. Либо здесь просто Lidl дешевле, чем у нас. Нет, ну все остальные цены такие же самые. А вот сахар 89 центов за килограмм. Это, мне кажется, гораздо дешевле, чем было. И вот килограмм муки стоит 59 центов. Вот такое классическое немецкое подсолнечное масло, лидловское, которое мы всегда покупаем, стоит здесь сейчас 1 евро 49 центов. Но это красный ценник, вообще евро 79 стоило в обычные дни. Суетливый какой-то этот супермаркет нам попался. Мы хотели снять красиво, так подойти к каждому продукту, показать его внимательно. Но там нельзя было так сделать, там слишком много людей, узкие коридорчики, короче. Все толкаются, мы задерживаем людей, когда стоим возле прилавка долго. Но основные продукты мы сняли. Покидаем наш отель. На удивление было неплохо. В общем-то, нам понравилось. Тихо. Одели беруши на ночь. А музыки не было. Была глобальная тишина. Так, нас еще пустят сюда. Да, здесь без кода. На этаже ты можешь без кода ездить. Мы с Ладой уже в приграничном районе. Здесь, где-то за этим парком, уже граница Германии со Швейцарией. Мы находимся еще в городе Констанц, и в этом парке есть океанариум.
очень популярный, как я смотрю у людей. Смотрите, целые толпы идут сюда. И вон длиннючая очередь стоит. Я думаю, это очень интересно. Ты попадаешь как в океан, и там вот такие вот, наверное, экраны, там черепахи, рыбы. Но это стоит 22 евро с человека. Это для нас сейчас 50 евро, для нас очень дорого, пока мы не в состоянии такие вот с Ну да. легкостью. Во-первых, нету времени, во-вторых, нету денег. Жаль. Да, хотя я думаю, это очень красиво. В будущем мы будем иметь в виду, и если вы нам напишите в комментариях, что сходи обязательно поснимай океанариум с рыбками, то мы пройдем и поснимаем. Сегодняшняя наша цель пересечь границу со Швейцарией в этом месте, показать вам, как выглядит граница. И не только возле парка здесь есть какие-то интересные скульптуры. По-моему, вот они стоят. Это не скульптуры, а какие-то фигуры просто. А даже в тех местах, где жилые районы, жилые дома и улицы, там более интересно пересекать границу, потому что она там практически незаметна, но все-таки заметна и есть особенности. В общем, мы сейчас идем через границу пешком. Но, честно говоря, я ожидал другого. Там было написано, что это как бы граница, которую обозначили интересными скульптурами. Но все, что я вижу, это какие-то странные металлические конструкции, которые поставлены вдоль дорожки. Вот видите, эти красные. И это как бы обозначение границ. Вот уже там, где желтое поле, это уже Швейцария. А мы стоим на территории Германии. И здесь есть, смотрите, какой красивый, расписной, приграничный туалет. Можно сказать, таможня. Вот прошел таможню, сходил в туалет. Прикол, да? Зато бесплатный. Кстати, в Германии бесплатные туалеты не везде, только на автобанах, на Шикарный вокзалах. туалет просто. Веселенький. И запаха нету, наверное, чистый. Наверное, Ну никто что ж. не ходит сюда. Друзья, давайте пересечем эту границу. Radfahren verboten. На велосипеде ехать запрещено. Ничего себе. Landesgrenze. Да. Вот так вот. Landesgrenze, да? Да, Landesgrenze, это значит, что это граница между странами. Вот И- так вот. Почему-то ее пересекать на велосипеде запрещено. Все, пошли зарабатывать деньги в Швейцарии. Вот такие здесь стоят знаки всякие интересные, непонятно что обозначающие. И упирается эта дорожка в озеро, прямо в озеро вот так. Но мы хотим пройти в Швейцарию на те улицы, по которым граница проходит среди домов. Ну что, мы нашли более радикальную границу. Здесь уже больше похоже на то, что что-то начинается, что-то кончается. По крайней мере, здесь установлен знак, что Констанц здесь заканчивается, а начинается Швейцария, написано Швайц. Вот. Почему-то везде стоят знаки Fahrrad verboten, то есть запрещено на велосипедах, но насколько мы видим, все пересекают на велосипедах запросто и пешком тоже. В Швейцарии больше зарплаты, друзья, мы переходим на другую сторону, на эту территорию. Все, сейчас будем зарабатывать гораздо больше. Сразу у нас появятся подписчики из Швейцарии, и реклама станет дороже стоить. Ну, все это юмор, но на самом деле действительно в Швейцарии больше зарплаты, но к тому же и дороже продукты, дороже сфера обслуживания, дороже аренда квартир. Все на порядок дороже, и все это отделяется вот таким небольшим барьерчиком. То есть можно свободно переходить из еврозоны Германии в просто в страну, в шенгенской зоне, в Швейцарию. Для жителей из Украины это какой-то Нонсенс вообще. Да. Есть границы, которые вообще люди хотели бы пересечь, но никак не могут. И поскольку это приграничный город, здесь открываются особенные возможности для жизни. То есть это два города. Сейчас мы вышли из города Констанц, а теперь уже находимся на улицах швейцарского города, который называется Кройцлинген. Мы идем по улице, которая вся обозначена вот такими вот желтыми знаками. С этой стороны нарисовано, и вот с этой стороны нарисовано. Ездят машины с надписью «Цоль». «Цоль» — это значит таможня. По сути дела, это такая межа. Видите, вот эта улица — это межа между Швейцарией и Германией. И мы идем по нейтральной территории с Ладой. На эту межу попадают дома, вот что интересно.
Смотрите, вот это еще место, видимо, символизирующее переход границы пеший. Ну, не знаю, там даже будка есть с человеком, который сидит. Люди проезжают на велосипедах. Видимо, это вот официальный проход. Мы сейчас со стороны Швейцарии получаемся. Но мы пойдем дальше. Движемся к дому, который стоит прямо на границе. Это интересно. Представьте, дом одной своей частью стоит на немецкой территории, а другой своей частью он на... Так это вот он и есть. Вот этот дом, он находится половиной своей в Швейцарии, половиной в Германии. Мы сейчас с задней стороны. Этот дом тоже частично той стеной находится в Германии, а этой стеной уже в Швейцарии. Ты нашел работу себе в Швейцарии, а живешь на территории Германии. Можно ли так? Да, оказывается, можно, но есть нюансы. Если ты живешь на немецкой территории, то ты должен платить налоги в Германии. А если ты работаешь в Швейцарии, то ты должен еще в Швейцарии тоже платить 4,5% из этого налога. Еще медицинская страховка тоже зависит от того, где ты живешь. Поэтому люди должны четко разбираться в том, где им выгоднее работать. В Швейцарии или в Германии. Потому что, например, для людей с средней зарплатой выгоднее жить в Германии, а работать в Швейцарии, потому что в Швейцарии зарплаты выше. Когда ты платишь налог в Германии, у тебя средняя зарплата, то налог небольшой получается. Но когда человек уже начинает зарабатывать больше, то ему невыгодно жить в Германии, потому что прогрессивный налог в Германии может вырастать до 45%. И тогда выгоднее уже в Швейцарии и жить, и работать, чтобы платить чисто швейцарский налог. Если у тебя большая семья, работают муж и жена, и у тебя есть дети, то выгоднее жить на территории Германии все-таки, в Констанце, а работать в Кройцлингене. Потому что Германия тогда предоставляет тебе деньги на детей по 250 евро в месяц на каждого ребенка. Ну и всякие плюшки медицинские, всякие льготы, скидки. Поэтому тогда выгоднее быть как бы немцев, да, но работать в Швейцарии, потому что заработки выше. И тебе невыгодно жить тогда в Кройцлингене, потому что здесь квартиры дороже на порядок. Только зашли в Швейцарию, а тут такой интересный дом, клуб «Релакс» написано. И нарисованы такие полуобнаженные девушки. Написано «Студио плюс бар», ежедневно открыто, номер телефона, welcome. Я так подозреваю, что это самый тот «Релакс». На границе с Германией. А опять же, смотри, здесь зарплаты лучше, поэтому девушки идут работать в Швейцарии. Потому что даже если ты с Германии пришел на «Релакс», то ты заплатишь больше. Выгоднее для девушек работать в Швейцарии, чем в Германии. Потому что зарплаты реально в 1,5 раза выше. Да, и девушки, наверное, живут в Германии, а работают в Швейцарии. Потому что квартиры дешевле. В Констанце квартира двухкомнатная 57 метров стоит 1050 евро, а такая же квартира в Кройцлингене стоит 1650 евро. Ого, То есть это уже на 600 евро больше. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, Мы пришли к Мигросу, да? there's no right or Наконец-то. wrong. Там есть переход. It's about trying, find the silver lining. Произошел облом совершенно неожиданный. Оказалось, сегодня Вознесение, и сегодня никакие магазины не работают, возможно, даже в Констанце. Официальный выходной день. Вот мы пришли к Мигросу, и все закрыто. И по этой же причине Lidl тоже закрытый. Не стоит даже к нему ехать. Работают только кафе, рестораны и магазины на заправках. В Германии И в Германии тоже сегодня так. Мы нашли выход, несмотря на то, что в Швейцарии сейчас религиозный праздник и магазины не работают, интернет и GPT работают всегда. Благо, что нету выходного у GPT, у интернета по религиозным праздникам. Да, благо, что он неверующий, да. Вот, поэтому, смотрите, мы обнаружили сайт, это официальный сайт
Лидла в Швейцарии. И здесь указаны все цены на продукты, мы их уже просмотрели, но кроме того GPT сделал для нас выписку по средним ценам в Лидле немецком и в Лидле швейцарском в ценах, которые он сейчас приводит в евро, сразу в евро, чтобы не было путаницы в валютах, потому что все цены на этом сайте представлены в швейцарских Это франках. надо переводить. В общем, я вам сейчас кратко все зачитаю, чтобы вы могли понять, насколько здесь дорого или дешево молоко. В Германии евро 25, в Швейцарии евро 75. Говядина в Германии 24 евро 30 центов, в Швейцарии 49 евро 50 центов. Какие-то бешеные цены. Куриное филе 1 килограмм в Германии 9,98, в Швейцарии 24,75. Это почти в 3 раза больше. Свинина 1 килограмм в Германии 10,50 евро, в Швейцарии 23,20. То есть в 2 раза. Мясо очень дорогое. Сливочное масло в Германии евро 99, вот мы его покупаем. В Швейцарии это 5,70. 5,70. Это очень дорого, это в 2 раза дороже. Яйца 12 штук почему-то. В Германии 2,40 евро, а в Швейцарии 6,30. Подсолнечное масло в Германии евро 79, в Швейцарии 4,40 евро. Макароны в Германии евро 40, в Швейцарии 3,30. Рис в Германии 2,50, в Швейцарии 3,70. Хлеб в Германии полкилограмма евро 89, хотя может и дешевле быть, в Швейцарии 3,20. То есть вы видите, что цены в 2 или даже в 3, если на мясо или там на какие-то продукты дороже. Да. И теперь я понимаю швейцарцев, почему они приезжают в Германию, в Констанц, для того, чтобы затариться. Я бы тоже так делал, если бы здесь жил. Конечно, ты приехал, купил в половину дешевле, да еще можешь взять формуляр, который называется Tax Free, и вернуть себе НДС, то есть налог на добавленную стоимость, еще 19% от цены товаров, которые в Германии. Представляешь? Если жить в Швейцарии, то надо жить здесь, в Кройцлингене, на границе с Да. Германией. Это будет интереснее, Выгоднее. выгоднее. Смотри, красивые, очень удобные дома. Внешне они кажутся какими-то простенькими, квадратными, но смотри, жить тут наверняка очень уютно. Смотри, какая придомовая территория. Все зелененькое, такие лужаки. Тот дом такой же точно. Прям растения на балконах. Вот я тут бы хотел жить. Вот это действительно... Либо сегодня действительно праздник такой, либо Швейцария вообще вот такая вот уютная, тихая, комфортная, да, какая-то вот без суеты. Как-то немножко иначе, чем в Немножко, Германии, да. да? Вот дворы по-другому отделаны. Что-то здесь не так. И смотри, мусорки. Это же мусорки, да? Подземные баки стоят. Мне нравится. Мне вот современные дома вот такие нравятся. Смотри, они вот так стильно выглядят. Просто, но стильно. В них уютно очень. Еще обрати внимание, какие огромные стены окна. Это просто Да. стены окна. Это не просто маленькое окошко. Представь, как там светло. Панорамные окна, да. Мгм. Напоследок мы с Ладой пришли в Зеенбург парк. Зеенбург это обозначает, что озеро и замок. Здесь есть старый замок, который так и называется «Замок на озере», который был построен еще в 1598 году. Это очень давно. Замок мы еще не нашли, но мы зато поняли с Ладой, где все люди, которые живут в Кройцлингене. Они здесь, вот они здесь. Здесь вот есть ресторан, здесь есть бухта с катерами. И там вот парковка большая, люди там паркуются, приходят и сюда идут 2,5 километра вдоль озера. И самая историческая достопримечательность, которая есть, это замок, на который наверняка стоит посмотреть сейчас. Это и есть центральный вход в этот замок. Надписи с использованием готического шрифта. Красиво все. Колокол сверху.
резиденция такая вот для жизни не скучной. С садом, с постриженными кустиками и с фонтаном. По-моему, даже с бассейном. А нет, все-таки с фонтаном. Почему Швейцария уже столько лет, столько веков, с 1815 года нейтральная страна и здесь нет войн? Любопытно. Я немножко поразузнавал. Не каждая же страна может просто сказать, вот так вот заявить: все, я теперь нейтральный, я ни с кем не воюю. И сказали все: окей. Так не работает, не работает. В Швейцарии тоже, кстати, всеобщая воинская обязанность, то есть все мужчины должны проходить воинскую службу. И кроме того, в Швейцарии мужчинам после службы оставляют оружие дома. И в любой момент по тревоге они должны взять это оружие и бежать в свое подразделение воевать. Нейтралитет — это сильная армия, во-первых. Второе, это у них такая география, что здесь Альпы, и нападать на Швейцарию очень неудобно. Вы можете прийти сюда, но горы — это как естественная крепость, с которой все время стреляют. Здесь в горах, говорят, масса бункеров есть, которые хорошо укреплены, и ты бомбежками и ракетами их не разобьешь. То есть сунуться в Швейцарию — это бесполезное дело. Такая география есть не у любой страны, к сожалению, поэтому Швейцария в этом плане уникально. Но есть еще два фактора, которые влияют на то, что Швейцарии удается быть нейтральной. Один из факторов — это то, что в Швейцарии хранятся мировые деньги. Никто не хочет свой мировой банк разрушать. Ну и, наверное, мне кажется, самое главное — это мудрость швейцарского правительства, которое умело договариваться на протяжении веков о том, чтобы решать конфликты каким-то другим способом, не войной, и не участвовать в чужих конфликтах. Это то, что могло бы сделать, например, украинское руководство, когда они знали, что может случиться война, могли бы договориться. Если такой стране, как Швейцария, на протяжении многих веков удавалось договариваться, значит, это возможно. Нужно искать аргументы, нужно мудро строить свою политику, и тогда, хотя у вас и будет воинская обязанность для всех мужчин, но мужчины Швейцарии уже 300 лет не вынуждены ни с кем воевать.